2005 – это второй год чеканки европейских памятных монет. В этом году к чеканке присоединилось уже больше стран – 8. В 2004 году было только 6. Начнем обзор монет по хронологии выхода, и первой отчеканенной монетой стали 2 евро Люксембурга. Как уже говорилось ранее, по законам Люксембурга при чеканке монет обязательно должен быть указан правящий монарх. Это герцог Анри Нассау. На монете 2005 года изобразили сразу 3 события: 50 лет правящему монарху Анри Нассау, 5 лет правления Анри Нассау и 100 лет со смерти герцога люксембургского Адольфа. Данная монета была выпущена тиражом 2 800 000 и стоит на сегодня 4 евро. Монета Бельгии также связана с Люксембургом и посвящена Бельгийско-Люксембургскому экономическому союзу. В центре монеты 2 профиля – герцога Люксембурга Анри Нассау и короля Бельгии Альберта II. Возле портретов находятся монограммы монархов – H. Анри Нассау и A. Альберт II. Также под профилем Альберта II есть знак гравера LL – это Люк Люикс. Именно он разработал дизайн реверса для всех обиходных евромонет. И так как Люк бельгиец, то и аверсы для памятных монет Бельгии делает тоже он. Тираж данной монеты 6 миллионов, и стоит она 4 евро. В Испании решили отметить 400-летие первого издания романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. На монете решили изобразить самую знаменитую сцену – борьбы с ветряными мельницами. В центре монеты находится сам Дон Кихот, а позади него видны ветряные мельницы. Также слева от Дон Кихота есть вдавленная надпись «Эспана» и интересное решение для 12 звезд Европейского Союза. 4 звезды тут тоже вдавлены. Тираж данной монеты 8 миллионов, и ее можно купить по номиналу за 2 евро. Во Второй мировой войне Австрия воевала на стороне Гитлера, и после поражения нацистов Австрия была оккупирована союзными войсками. Длилось это 10 лет, до 1955 года, когда Австрия подписала договор о постоянном нейтралитете Австрии, который соблюдается до сих пор. На монете 2005 года изображено 50-летие подписания договора о нейтралитете. В верхней части надпись на немецком «50-летие государственного договора», а ниже печати и подписи послов и министров иностранных дел СССР, Великобритании, США и Франции. На заднем плане видны вертикальные полосы, которые служат геральдическим описанием национального флага Австрии. Данная монета была отчеканена 7-миллионным тиражом, но учитывая, что в Австрии памятные монеты будут чеканиться нечасто, стоит она 4 евро. Дороже номинала, даже несмотря на довольно большой тираж. Монета Финляндии также посвящена памятным событиям. Это 60-летие ООН и 50-летие членства Финляндии в ООН. Изобразить данные события решили с помощью голубя мира, который собирается из пазла. Внизу имеется надпись-аббревиатура «Финляндия. Объединенные Нации». Тираж у монеты 2 миллиона, и стоит она 5 евро. 29 октября 2004 года в Риме представили проект Европейской Конституции. Это была одна из самых больших и всеобъемлющих конституций в мире, состоящая из 450 статей и 60 тысяч слов. Данная конституция могла поменять облик Европейского Союза, но для ее принятия надо было, чтобы все государства-члены ее ратифицировали. Этого не случилось, и тогда в 2007 году в Лиссабоне вместо Конституции подписали договор о реформе. Если простыми словами, то этот договор очень упрощенная версия Европейской Конституции, а сама Конституция уже не вступит в силу. Но в 2005 году в Италии об этом не знали и отчеканили монету, посвященную годовщине Европейской Конституции. В центре монеты изображена мифическая Европа, восседающая на быке – Зевсе. Европа держит в руках Конституцию и перо, символически указывая на подписание Конституции. По внешнему кольцу 12 звезд Европейского Союза и надпись на итальянском «Конституция Европы». Тираж у монеты большой – 18 миллионов, и стоит она по номиналу – 2 евро. В Сан-Марино выпустили монету, посвященную Всемирному году физики. В центре монеты изображена вольная интерпретация аллегорической картины Галилео Галилея, известной как «Ла физика антика» или «Исследование планет».
Год чеканки изображен под глобусом, а 12 звезд Европейского Союза чередуются со стилизованным изображением атома. Тираж у монеты 130 тысяч штук и стоит она 98 евро. 12 августа в мире празднуется Международный день молодежи. Этот праздник был учрежден ООН, и его цель – это привлечение внимания правительств к проблемам молодежи, а также повышение информированности о Дне молодежи и сборе средств его фонда. Сам фонд каждый год объявляет годом борьбы с какой-то проблемой и привлекает молодежь для решения этой проблемы. Ватикан в 2005 году выпустил монету, посвященную Международному дню молодежи в Кёльне. На монете изображен знаменитый Кёльнский собор, а также комета, пролетающая над ним. Полукругом расположена надпись на итальянском «20-й Международный день молодежи». Тираж у монеты 100 тысяч штук, и эта монета является самой дорогой в 2005 году. Ее стоимость 212 евро. Вся стоимость коллекции памятных 2 евро 2005 года составляет 331 евро. На этом все. Следите за будущими выпусками и не упустите свою дорогую монету.